Прежде чем начать, убедитесь, что дверь закрыта. Погасите лишний свет и внимательно слушайте, потому что история, которую вы сейчас услышите, произошла в самом обычном доме, среди самых обычных людей. Но после той ночи один человек бесследно исчез. А квартиру номер 47 жильцы этого дома стараются обходить стороной до сих пор. Это страшная история о соседе, которого никто никогда не видел днем. Я прожил в этом доме почти 5 лет. И все это время соседа из квартиры номер 47 никто не видел днем. Никогда. Сначала я не обращал внимания. Мало ли, может, человек работает ночью. Но потом я начал замечать странности. Слишком много странностей. Каждую ночь ровно в 3 часа 17 минут в его квартире загорался свет. Всегда. Без исключений. И точно через минуту начинались шаги. Тяжелые, медленные. Будто кто-то ходил кругами по квартире. Часами. Без остановки. Однажды я встретил соседку с 5-го этажа и случайно спросил про квартиру номер 47. Женщина сразу побледнела и быстро перевела тему. Тогда я понял. Она что-то знает. Через несколько дней я снова услышал шаги. Но в этот раз произошло кое-что другое. Кто-то начал стучать в мою дверь. 3 удара, очень медленно. Тук, тук, тук. Я посмотрел на часы. 3:17. По спине сразу пробежал холод. Я подошел к глазку и посмотрел наружу. Коридор был пуст, абсолютно пуст. Но стук повторился, на этот раз громче. Тук, тук, тук. И тогда я заметил одну деталь, очень странную деталь. Дверь квартиры номер 47 была открыта. Хотя раньше я никогда не видел ее открытой. Я замер и продолжал смотреть на дверь квартиры номер 47. Странное чувство внутри становилось все сильнее, словно я стоял не перед обычной квартирой, а перед чем-то совсем другим. Дверь была приоткрыта совсем немного, всего на несколько сантиметров. Но раньше я никогда не видел ее открытой. Ни разу за все эти годы. За дверью была темнота, густая, неподвижная. Словно внутри не горел свет уже много лет. Я еще раз посмотрел по сторонам. Коридор был пуст, лампочка под потолком тихо потрескивала. И больше ничего. Когда я снова посмотрел на дверь, мне показалось, что она открылась чуть шире, совсем немного. Но достаточно, чтобы это заметить. Я нахмурился. Может, показалось, может, просто игра света. Но внутри уже появилось неприятное ощущение. Сердце начало биться быстрее. Я сам не понимал, почему. Это была обычная дверь. Обычная квартира. И все же мне нужно было просто вернуться домой, закрыть дверь, лечь спать и забыть обо всем этом. Но любопытство оказалось сильнее. Как всегда, именно любопытство заставляет людей совершать ошибки. Я медленно вышел в коридор. Каждый шаг казался слишком громким, слишком заметным. Лампочка над лестницей мигнула, на мгновение погрузив весь этаж во тьму. А потом снова загорелась. От этого стало еще неуютнее. Будто сам дом предупреждал меня «не подходи». Но я продолжал идти шаг за шагом, приближаясь к двери квартиры номер 47. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал холод. Странный холод, неестественный, словно где-то рядом работал огромный холодильник или открылась дверь в зимнюю ночь. Наконец я остановился прямо перед входом. Теперь дверь была всего в нескольких сантиметрах от меня. Я прислушался, никаких шагов, никаких голосов, ничего. Это казалось неправильным. Еще несколько минут назад я слышал шум, а теперь квартира словно вымерла. Я осторожно заглянул внутрь. Именно в этот момент мне показалось, что в глубине квартиры кто-то медленно отступил назад в темноту. Именно тогда я почувствовал запах, странный. Сначала мне показалось, что это обычная сырость, но через несколько секунд я понял, запах был намного хуже, словно квартира пустовала долгие годы. Я достал телефон, включил фонарик и осторожно направил свет внутрь. Сердце билось все быстрее. Почему-то мне казалось, что кто-то наблюдает за мной из темноты. Луч света скользнул по стенам. Старые обои, трещины, пыль, очень много пыли. Слишком много для квартиры, в которой кто-то живет. Но это было невозможно. Каждую ночь я слышал шаги, слышал их своими ушами. Кто-то находился здесь. Тогда откуда вся эта пыль? Я сделал шаг внутрь.
Пол сразу скрипнул. Звук эхом разнесся по квартире. На секунду мне показалось, что кто-то услышал этот звук. Мне хотелось уйти прямо сейчас, закрыть дверь и забыть обо всем. Но было уже поздно. Любопытство оказалось сильнее страха. Внутри было очень холодно, намного холоднее, чем в подъезде. Я даже увидел собственное дыхание. Именно тогда я понял, что здесь происходит что-то ненормальное. Первая комната оказалась пустой. Полностью ни мебели, ни вещей, ничего. Только пыль и голые стены. Именно тогда я заметил след. Одинокий отпечаток обуви на полу. Свежий, будто его оставили несколько минут назад. Я присел рядом. След был настоящим. Кто-то действительно проходил здесь. Совсем недавно. И от этой мысли мне стало не по себе. Следы уходили дальше, в глубину квартиры, туда, где начиналась темнота. И почему-то мне казалось, что именно там меня кто-то ждет. Несколько секунд я просто стоял, смотрел на следы и пытался убедить себя, что всему есть нормальное объяснение. Но внутри становилось все тревожнее. Следы уходили по коридору, прямо вперед, будто кто-то специально хотел, чтобы я пошел за ним. Я сделал еще несколько шагов, очень медленно, стараясь не шуметь, хотя сам не понимал зачем. Квартира оставалась абсолютно тихой. Никаких голосов, никаких шагов, ничего. Именно эта тишина пугала больше всего. Вскоре коридор закончился. Впереди показалась дверь. Старая, потертая, единственная закрытая дверь во всей квартире. Следы вели именно к ней и обрывались возле самого порога. Будто человек просто исчез. Я остановился. Сердце снова начало биться быстрее. Что-то внутри подсказывало: не открывай. Но именно в этот момент я услышал звук. Очень тихий, почти незаметный. Шепот. Он доносился из-за двери. Я замер, не двигаясь, прислушиваясь к каждому слову. Сначала я ничего не понимал. Голос был слишком тихим, слишком далеким. Но постепенно отдельные слова начали становиться различимыми, и от них мне стало не по себе. Казалось, что кто-то разговаривает сам с собой, снова и снова повторяя одну и ту же фразу. Без остановки. Я подошел ближе, настолько близко, что почти касался двери. Шепот стал громче, но все еще оставался непонятным. По коже пробежали мурашки, потому что голос звучал странно, очень странно, будто говорил не один человек, а сразу несколько голосов, произносящих одни и те же слова одновременно. Я осторожно приложил ухо к двери, и в ту же секунду шепот прекратился. Полностью, будто кто-то понял, что я его слушаю. Наступила тишина настоящая, тяжелая. Прошла секунда, потом еще одна. Ничего, я уже собирался отойти, когда услышал звук с другой стороны. Тук, я вздрогнул. Тук, сердце словно остановилось. Тук, кто-то стоял прямо за дверью и медленно стучал в нее изнутри. Я застыл на месте, не мог пошевелиться, не мог отвести взгляд от двери, потому что теперь я точно знал, за ней кто-то есть. Тишина вернулась, но ненадолго. Через несколько секунд я услышал тяжелое дыхание. Очень близко, прямо по ту сторону двери. Казалось, человек стоял вплотную, словно тоже прислонился к двери, и слушал меня. Я медленно сделал шаг назад, потом еще один. Но дыхание продолжалось. Оно было странным, слишком медленным, слишком глубоким, будто дышал не человек. Именно тогда ручка двери дрогнула. Совсем немного, но этого хватило. Я почувствовал холод по всему телу. Ручка снова шевельнулась, на этот раз сильнее. Кто-то пытался открыть дверь изнутри. Очень медленно, очень осторожно. Я не мог понять одного. Если человек находится внутри, почему он не выходит? Почему просто стоит там, в полной темноте, за дверью? Прошла еще секунда, и ручка начала медленно поворачиваться. Скрип, еще скрип, замок щелкнул. Очень тихо, я резко отступил назад. Сердце колотилось как сумасшедшее. Дверь приоткрылась. Всего на несколько сантиметров. Изнутри повеяло ледяным воздухом. Намного холоднее прежнего. Комната за дверью была абсолютно темной. Фонарик почти ничего не освещал. Луч света словно растворялся внутри, будто темнота поглощала его. Я направил фонарик в щель и увидел часть стены. Потом пол, потом старый шкаф.
Ничего необычного. Но вдруг луч зацепил что-то еще. Что-то похожее на человеческую руку. Я замер, стараясь понять, что именно увидел. Рука больше не двигалась, стояла неподвижно в темноте, слишком бледная, слишком длинная. Я моргнул и снова направил свет туда же. Руки уже не было. В комнате снова было пусто, абсолютно пусто. Но именно тогда я услышал голос, очень тихий, хриплый. Он доносился прямо из темноты. «Ты не должен был сюда заходить». У меня внутри все похолодело. Я резко направил фонарик вперед, пытаясь увидеть говорившего, но никого не было, только пустая комната. И в этот момент дверь за моей спиной медленно захлопнулась сама собой. Громкий хлопок раздался по всей квартире. Я резко обернулся. Дверь позади меня была закрыта. Плотно, словно ее кто-то захлопнул. Несколько секунд я просто смотрел на нее, не веря своим глазам. В квартире не было сквозняка, не было ветра, ничего. Но дверь закрылась, и я слышал это собственными ушами. Тогда я снова повернулся к комнате. Фонарик дрожал в руке, тишина, полная тишина. Будто голос мне просто показался, но я точно его слышал. Слишком отчетливо, слишком близко. Я сделал осторожный шаг вперед, потом еще один. Комната оказалась намного больше, чем выглядела снаружи. Это было невозможно. Но именно так все и было. Луч фонаря скользнул по стенам, и я увидел фотографии. Сотни фотографий. Они висели повсюду. На стенах, на шкафах, даже на потолке. На всех снимках были жильцы дома. Некоторые фотографии выглядели очень старыми, другие были сделаны совсем недавно. Я начал рассматривать лица и внезапно узнал женщину с 5-го этажа. Ту самую соседку, которая испугалась моего вопроса о квартире номер 47. Под ее фотографией была дата. 20 лет назад. Я нахмурился. Это не имело смысла. Женщина до сих пор живет в нашем доме. Я видел ее вчера. Тогда почему фотография выглядела такой старой? Я подошел ближе и заметил надпись. Она была сделана черным маркером. Всего одно слово. Следующее. По спине пробежали мурашки. Я быстро начал смотреть другие фотографии. На каждой была надпись «Наблюдает», «Ждет», «Скоро». Становилось все страшнее. С каждой новой фотографией. И вдруг я увидел свое лицо. Моя фотография висела в самом центре комнаты. Снимок был совсем свежим. Сделан буквально несколько дней назад. Я медленно подошел ближе, стараясь не дышать. Под фотографией тоже была надпись, но в этот раз не одно слово, а целая фраза. Он, наконец, вошел. В груди все сжалось, потому что в этот момент прямо за моей спиной кто-то тихо засмеялся. Смех прозвучал совсем рядом, настолько близко, что я почувствовал чье-то дыхание у себя за спиной. Я резко обернулся, но позади никого не было, только фотографии. Сотни фотографий. Именно тогда я заметил одну странность. Они изменились. На каждой фотографии люди смотрели в объектив. Раньше этого не было. Я был уверен. А потом мой взгляд снова упал на собственную фотографию, и кровь застыла в жилах. На снимке я больше не стоял возле подъезда. Теперь я находился в этой комнате. Среди фотографий. Будто кто-то сделал снимок несколько секунд назад. Из угла комнаты я медленно поднял голову и посмотрел в тот самый угол. Там было темно, но теперь я видел силуэт. Высокий человек в длинном пальто. Он стоял неподвижно и смотрел прямо на меня. Я бросился к выходу. Изо всех сил, не оглядываясь. Дверь квартиры распахнулась. Я выбежал в коридор и помчался вниз по лестнице. Только возле дома я остановился, пытаясь отдышаться. На следующее утро я вернулся вместе с полицией, но квартира номер 47 оказалась пустой. Полностью никаких фотографий, никакой комнаты, никаких следов. Словно я все это придумал. Полицейский посмотрел на меня странным взглядом, а потом сказал фразу, которую я не забуду никогда. «Молодой человек, в квартире номер 47 никто не живет уже 23 года. Последний жилец исчез в 2002 году, после того, как начал жаловаться на человека в темном пальто. Прошло несколько месяцев, я переехал, сменил номер телефона, пытался забыть эту историю. И почти смог, почти.
пока однажды ночью не получил письмо без обратного адреса. Внутри была всего одна фотография. На ней был я, спящий в своей новой квартире, а за моей спиной стоял тот самый человек в длинном темном пальто. На обратной стороне фотографии была надпись «Я все еще наблюдаю». Именно тогда я понял, что история квартиры номер 47 еще не закончилась.